Всем привет на моем канале! Сегодня я попытаюсь объяснить вам, что такое гендерная дисфория. Меня довольно часто спрашивают, что это, как она проявляется, проявляется ли она внешне, или это какое-то внутреннее раздражение. Можно ли разделять телесную гендерную дисфорию от социальной? Знаете, когда я ходил к психологу и пытался разобраться в том, что вообще со мной происходит, и почему я не могу прекратить смотреть на мужчин, и почему я не могу прекратить думать, что было бы лучше, если бы я просто родился мужчиной, мальчиком. Я не знал, что такое гендерная дисфория. Я вообще не знал этого. Я не знал, что такое определение существует. И вообще первое время даже не мог разговаривать на эту тему, потому что стыдился этого. Я стыдился своего желания быть мальчиком, парнем. И стыдился я этого с того времени, когда в школе заставляли надевать юбки и платья, и считалось красивым носить длинные волосы. С того времени, когда я все чаще слышал: ты же девочка, тебе нельзя драться, тебе нельзя быть оборванцем, тебе нельзя материться. Материться нехорошо. Но если тебе говорят, тебе нельзя материться, потому что ты девочка, ты начинаешь думать: интересно, а если бы я был мальчиком, что можно было бы? Или если бы я был мальчиком, можно было бы просто так плевать на пол и курить сигареты, сидеть, раздвинув ноги, стричь волосы и ходить, в брюках. Вот эти вопросы, которые ты себе сам задаешь. Что было бы, если? И такая тоска, это такая тоска по тому, чего не дано. Это и есть гендерная дисфория. Я просто не знал, что это так называется. И вот через полгода общения с психологом когда я наконец начал говорить, рассказывать вот эти самые ситуации из детства, и он мне давал понять, что этого стыдиться не надо, да, тогда я начал все больше и больше раскрываться. Однажды я попытался передать ему чувство, которое меня охватило. И для этого я должен рассказать вам небольшую историю, которую я ему рассказал. Я занимался акробатическим рок-н-роллом. Для того, чтобы выступать на турнирах, нужно было очень много тренироваться. Я 15 лет, собственно, занимался этим спортом. Это, правда, вид спорта, акробатический рок-н-ролл. Но он танцуется в паре. Мужчины танцуют с женщинами. И поскольку я маленького роста, 160, и весил тогда немного, 47 килограмм, то я был, собственно, идеальной партнершей. Меня подбрасывали в воздух. К счастью, ловили. Я отлично прыгал и выглядел в зеркале. В том-то и дело, что зеркала. На рок-н-ролле всегда есть зеркала. Понимаете, я всегда танцевал с парнем, с мужчиной. Он всегда стоял рядом, здесь или здесь, неважно. И я в зеркале всегда видел его и себя. И я вот думал, вот почему вот у него бедра прямо идут, и штанины падают вниз, а у меня как-то вот так, и только потом сужаются к низу. И это делает мою фигуру женской. Почему так? Смотрел, грустил и думал, что с этим ничего нельзя сделать. И вот однажды к нам на тренировку пришел русский парень моего возраста. Красивый такой. Тот факт, что он был русский, почему-то выбил меня из колеи. Я как будто бы привык видеть немцев вокруг меня, партнеров. Он был такой натренированный, красивый, стройный. И я заметил, что я залипаю на него в зеркало. Я смотрю на него, и у меня впечатление, что он — это я. Я мог бы быть им. Если бы я родился мальчиком, то я мог бы так выглядеть, как он выглядит сейчас. Я мог бы быть в этом самом зале, где он и есть сейчас.
и танцевать рок-н-ролл. И я заметил, что вот так вот залипаю на него минут 10 и почти ничего не делаю, не тренируюсь. И заметил это только потому, что мой танцпартнер подошел и сделал вот так перед моим лицом. Спросил, куда я так зачарованно смотрю. Я глянул на него и осознал всю печаль этого состояния. Просто вся моя жизнь пронеслась перед моими глазами. Когда я рассказал об этом психологу, он не замедлив сказал, это и есть гендерная дисфория. Он сказал, что это чувство, которое я сейчас описал, имеет название, научное название, и что от этого есть спасение, из этого есть выход, сместительная гормонотерапия. Я не знаю, мне так сложно это объяснить, потому что совершенно левый человек, этот психолог, который меня, да, сколько-то там знает, но он не знает меня всю жизнь, и он не может заглянуть в мою голову. Он говорит мне, что я не просто не сумасшедший, и не просто сейчас что-то придумываю, и это не просто какая-то фаза, а что таких, как я, очень много, и что этому даже есть название, и что от этого даже есть спасение. Все это я логически не понимал, просто на меня нахлынули эмоции. Я был ужасно благодарен, наверное, ему за эти слова, просто за то, что он мне это сказал, как, знаете, как эксперт. И я тогда расплакался. Я разревелся у него на сеансе. Я не ожидал, что я буду реветь на сеансе у психолога. Я знаю, что такое происходит, и это считается, клевым, успешным сеансом, да? Вот это был мой клевый, успешный сеанс. Вот так я могу объяснить гендерную дисфорию. А отсюда можно делать какие угодно выводы. Гендерная дисфория ощущается каждым человеком по-своему. Кто-то ненавидит свое тело. Я никогда не ненавидел свое тело. Но то, что происходит, это когда тебя просто все время видят и называют не в том поле, в котором ты себя ощущаешь. На тебя смотрят, и ты смотришь в зеркало, и ты видишь вот эти бедра, ты видишь эту грудь, ты видишь это лицо, эти женские черты лица. И на тебя смотрят, и все это видят, и тебе рефлектируют, и говорят тебе твое женское имя, твои женские местоимения. И ты это получаешь как каждый раз такая, знаете, раньше когда-то были такие наказания, когда подвешивают где-то в пещере, и на голову капают капли. Одна капля — это окей, но это все время. Каждый раз, когда ты слышишь свой адрес, неправильное местоимение, это капля. И потом свыкаешься, и, может быть, уже как-то не замечаешь эти капли, но они есть. И когда тебе кто-то говорит, да ты прикован, да на тебя капают капли, и можно отвязаться из этих оков, их можно снять, и капли не будут капать. Вот это тот момент, когда мне психолог сказал, что это гендерная дисфория. Как-то так.